Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сейчас подробно расскажу, что такое обрыв нуля, как определить обрыв нуля и как найти обрыв нуля. Прежде чем проводить какие-либо действия с электропроводкой, полностью отключите электричество на щитке. Что такое обрыв нуля? В обычной квартире или доме чаще всего проведена проводка, в которой есть один фазный провод, фаза, один нулевой провод, ноль, и иногда есть провод заземления, который мы сегодня рассматривать не будем. Если в такой проводке оторвался или отгорел нулевой провод, то такую ситуацию называют обрыв нуля. Ясно, что без нуля работать ничего не может. Как определить обрыв нуля? Определить обрыв нуля можно несколькими способами. Первый – визуально, если явно видно, что ноль оторван. Второй способ – индикатором. Если в розетке индикатор показывает фазу и в одном, и в другом гнезде. Или в патроне светильника индикатор светится и на одном, и на другом контакте. Значит, есть обрыв нуля. Но индикатор не всегда светится и на одном, и на другом контакте патрона или розетки. Третий способ – мультиметром. С помощью эталонного нуля измеряем напряжение в розетке и видим, что напряжения нет. Но фаза индикатором определяется, а ноль непонятно. Берем ноль в том месте, где он точно есть, и измеряем напряжение между фазой и этим нулем. Если есть нормальное напряжение, значит точно можно сказать, что фаза есть, а нуля в розетке нет. Можно придумать и другие способы, чтобы определить обрыв нуля. Как найти обрыв нуля? Эта задача наиболее интересная. Сначала нужно определить масштаб проблемы. Допустим, нуля нет везде, во всей квартире. Не работают все розетки, весь свет и все электроприборы. И все это произошло в один момент. Они сначала вышли из строя розетки, через месяц свет и так далее. Сразу скажу, что нулевой провод в принципе не может оборваться просто так, где-нибудь посередине. Разве что его просверлили или перерезали болгаркой во время каких-то работ, и при этом и так сразу ясно, где разрыв. Так что искать всегда нужно в местах соединения проводов. Итак, если нуля нет везде, значит нужно искать такое место, где, оборвав один нулевой провод, вся квартира лишится нуля. На этой схеме отгорел ноль в щитке на нулевой шине. Вот оно. Ноль оборвался, и все потухло. И розетка, и освещение. Думаю, понятно, что не имеет смысла искать в такой ситуации обрыв нуля в какой-либо розетке или светильнике, так как обрыв нуля там не обесточит сразу все. Рассмотрим, как найти обрыв нуля, если не работает часть проводки. Допустим, свет есть, а розетки все не работают из-за обрыва нуля. Вот видим индикатор, показывает две фазы в розетке. Давайте подумаем, где искать обрыв нуля на этом стенде. Наиболее вероятным местом обрыва может быть нулевая шина, потому что именно здесь подается ноль, питающий все розетки. Восстановим ноль. Все розетки работают. Вывод. Нужно представить, где может быть такое место, где обрыв нуля приведет к той неисправности, которая у вас есть, а затем проверить это место и устранить неисправность. Таких предполагаемых мест может быть и несколько. Осмотр следует начинать с самых доступных, простых. Представим, что отгорел ноль в одной розетке. Как найти обрыв нуля в проводке? Вот видим, индикатор показывает две фазы в розетке. Нетрудно представить, что на нулевой шине обрыв нуля отключит все розетки. Можно предположить, что ноль оборван или в той розетке, которая не работает, или в той розетке, из которой ноль поступает на неработающую розетку. Давайте проверять. Отключим питание. Снимем крышку, чтобы заглянуть внутрь. Видим, ноль оборван на неработающей розетке.
Если его восстановить, то розетка заработает. Заработала. Если бы ноль оторвался или отгорел на предыдущей розетке, то результат был бы таким же. При этом предыдущая розетка может остаться работоспособной. Ноль поступает от одной розетки к другой, поэтому несложно догадаться, где мог произойти обрыв нуля, зная, какие розетки не работают. Думаю, что теперь понятно, как найти обрыв нуля в квартире. Если обрыв нуля произошел на всей линии освещения, а линия розеток работает, то как найти обрыв нуля в проводке? Постараемся представить места, где есть соединение нулевого провода. Например, отгорел ноль в щитке на нулевой шине. Смоделируем ситуацию. Да, свет потух. Например, отгорел ноль в распределительной коробке. Вполне возможно. Ну и в патроне. Если в осветительной сети несколько светильников, а не один, как здесь, то проверять каждый патрон бессмысленно. Не могли же одновременно отгореть все нули во всех патронах. Значит, остается, что отгорел ноль в щитке или в самой первой распределительной коробке, от которой запитаны все последующие. Вывод. Как найти обрыв нуля? Нужно представлять хотя бы приблизительно структуру электропроводки квартиры. Оценить, в каком месте отгорел ноль, что привело именно к такой ситуации. А затем проводить тщательный осмотр этого места или этих мест. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.